Почему не хочется заниматься на скрипке? У всех у нас бывает период, когда вроде я хочу что-то сделать, но как-то вот не сейчас. Да, сейчас я попытаюсь вам помочь и расскажу 3 шага, как преодолеть свою лень, прокрастинацию к занятиям. Первое. Наши потребности, как мы знаем из пирамиды Маслоу, да, основные потребности — это физиология, потом идет безопасность, потом уже социализация, и только потом, где-то там на 4-м месте или дальше, начинаются потребности, связанные с духовностью, с какой-то эстетикой, культурой. То есть сначала нам надо покушать, погулять, там, пообщаться с кем-то, крыша над головой надо, чтобы было тепло, уютно. Потом только мы можем думать о духовной пище. Поэтому наш мозг, он до последнего сопротивляется тому, чтобы тратить энергию на какие-то необязательные вещи. И надо его обмануть. Что я придумала для себя? Что помогает сильно? Во-первых, надо ответить себе точно на вопрос, зачем я хочу научиться играть на скрипке или выучить какую-то определенную песню. Зачем мне это надо? Если ответ на вопрос связан с каким-то базовым пунктом ваших вообще потребностей по пирамиде Маслоу, то чем ближе он там к физиологии или к безопасности, тем более возможно, что ваш мозг не будет так сильно сопротивляться и будет действительно работать над этим. Потому что мозг наш ленивый, да, он хочет все время отлынивать, не любит работать. Поэтому очень хорошо, если вы отвечаете на вопрос «Зачем мне это?», затем, чтобы впечатлить там, Машу или Петю, или коллег на работе, кого-то, кто важен для меня, вот вы хотите произвести впечатление. Если вы хотите впечатлить там, Машу или Петю, то мозг уже на это гораздо лучше реагирует. Если я вот это вот выучу и сыграю, да, как все учатся играть на гитаре, там, подростки в детстве, ну то же самое на скрипке учатся играть из тех же причин, может быть, немножко видоизмененных. В общем, первое мы ответили, да, зачем, для чего, кому мы хотим сыграть и что сыграть. Второе. Очень желательно оплатить, допустим, репетиционную комнату, в которой вы будете заниматься, или оплатить какому-то педагогу, которому вы доверяете, уроки вперед. Если мы уже во что-то вложили свою энергию, деньги и силы, мы потом это ценим. Да? То есть если вы, допустим, оплатите какую-то репетиционную комнату вперед там, на 2-3 занятия, то, скорее всего, вы туда уже пойдете, потому что комната оплачена, вот я хочу выучить песню, значит, я пойду и позанимаюсь. Да? Или уроки наперед. И, как показывает практика, кто предоплачивает, они уже занимаются. Там, не знаю, 1 из 10, может быть, человек не доходит на все занятия, которые он оплатил. То есть создать для себя ситуацию безвыходную, когда вам надо туда пойти, иначе вы что-то уже потеряете. Надо позаниматься, иначе вы что-то потеряете. Или сказать всем родным, я вот в это время занимаюсь, чтобы никто не шумел тут, и все там ушли из дома, и тогда, у вас это время для занятия, да? И третье, надо сделать очень удобным ваше занятие. То есть лучше потратить 2-3 недели на то, чтобы вам, допустим, подрегулировали подставочку, если у вас высоко струны, порожек посмотреть, купить удобный подбородник, мостик, который вам подходит, чтобы вы просто открывали футляр, который тоже, если вам куда-то надо носить, желательно, чтобы он был легкий. Вот, чтобы вы открывали футляр, доставали скрипку, тюнер, чтобы у вас был в телефоне, которым вы умеете пользоваться, да, научиться пользоваться тюнером, настроить, и 2-3 минуты, и вы играете. Потому что если у вас будет подготовка к занятию занимать больше 5 минут, это будет такой хороший повод не позаниматься. Ой, сейчас у меня вот тут 20 минут, я из них 5 минут буду скрипку настраивать, потом складывать. В общем, сделать надо занятие очень удобным. Тогда у вас уже не будет отмазки. Я оплатил урок, или я зарегистрировал комнату, где я буду играть, или выгнал всех родных. Да, мне тут 2-3 минуты, я начну играть, а я вот ленюсь, я же хочу сыграть кому-то, или для коллег, или для родственников, или для, не знаю, мало ли, какие у вас есть другие цели. Так что, я надеюсь, вам эти 3 шага помогут. Хотя я сама тоже часто ленюсь, но стараюсь себя как-то поддерживать. Стараюсь себя тоже заставлять иногда, стимулировать, иногда как-то чем-то вкусненьким подбадривать. Удачи вам в начинаниях, в обучении, и проходите мой бесплатный курс скрипки по ссылке.
Также у меня на канале много разборов, можете посмотреть разборы песен. И у меня есть еще каналы, где я только играю, мои выступления. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите письма, e-mail в описании.